Хочешь поиграть в эту игру, парень? Райно? Райно! Сам напросился, урод. Райно! Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Электрошок 1989 года, Шокер, также известен Уэс Крейвен Шокер. Фильм ужасов, слэшер, снятый режиссером Уэсом Крейвеном, Кошмар на улице Вязов 1984 года и Крик 1996 года, по собственному сценарию, рассказывающий о серийном убийце Хоррасе Пинкере, который убивал целые семьи самым жестоким способом. Среди всех фильмов Уэса Крейвена Электрошок выделяется забойным саундтреком и бешеным драйвом. Этой картиной режиссер пытался повторить успех своего же «Кошмара на улице Вязов», в чем не преуспел, однако результат все равно получился крайне любопытным и достойным. Такой большой пистолет и такое же серьезное убийство. Какой отец? Такой и сын. Фильм «Электрошок», актеры и роли. Митч Пиледжи, Хорас Пинкер, серийный убийца, практикующий черную магию. Питер Берг, Джонатан Паркер, спортсмен, игрок в американский футбол, сын Пинкера. Майкл Мерфи, Дон Паркер, лейтенант полиции, расследующий дело Пинкера, отец Джонатана. Сэм Скарбер, Сидни Купер, тренер Джонатана. Камиль Купер, Элисон Клеменс, девушка Джонатана. Ричард Брукс, Рина, друг Джонатана. Винсент Гуастаферо, пастырь, полицейский, в которого вселяется Пинкер. Тед Рэйми, Пакман, друг Джонатана. Ты должен остановить его, Джонатан. Боже мой, Элисон. Его нет, он умер. Он учится двигаться. Скоро его будет невозможно поймать. Будет настоящая резня. Автор сценария режиссера «Электрошока» Уэс Крейвен появился в эпизоде в роли мужчины-соседа. Его дочь Джессика Крейвен сыграла продавца, а сын Джонатан Крейвен – мужчину, занимающегося бегом. Кейн Робертс, бывший гитарист группы Элиса Купера, появился в эпизоде «Дорожного рабочего». Американский писатель-психолог Тимоти Лири сыграл телепроповедника. В небольшой роли первой жертвы Хораса Пинкера появилась Хезер Лэнгенкэмп, звезда франшизы «Кошмар на улице Вязов», сыгравшая Нэнси Томпсон. В своем втором сне Джонатан видит улицы Магдалена и Вагнер. Мариан Магдалена – это продюсер фильма «Электрошок» 1989 года, а Брюс Вагнер – актер, сыгравший палача. Рэндалл Бойл написал роман-новелизации по мотивам сценария триллера «Электрошок». Книгу выпустило издательство Беркли Бокс в 1990 году. Я сделаю это очень медленно. Какого хрена? По словам режиссера «Электрошока» Уэса Крейвена, фильм пришлось значительно порезать, чтобы ему присвоили рейтинг R, удалив следующие сцены. Как главный герой в исполнении Митча Пиледжи выплевывает откушенные пальцы, более длительный и подробный показ казни на электрическом стуле и долгая сцена, в которой персонаж бьет ножом в собственную руку. В фильме ужасов «Электрошок» звучат композиции в исполнении Megadeth, Iggy Pop, Dangerous Toys. При съемках сцены, в которой герой Питера Берга заходит в озеро, актер заработал переохлаждение организма, так как вода была ледяной. Перевод названия фильма «Электрошок» вряд ли точен по смыслу и сюжету. На самом деле имеется в виду еще один термин для жанра жуткого фильма. Шокерами называют те из них, которые оказывают уже шокирующее воздействие на зрителей. Я помогу тебе, Джонатан, поймать этого ублюдка. Тренер! Нет! Нет, тренер! Нет! Фильм «Электрошок». Сюжет. В новостях показывают сюжет о серийном маньяке, убившем более 30 человек в пригороде Лос-Анджелеса. Когда лейтенант Дон Паркер, Майкл Мерфи, подбирается слишком близко к раскрытию личности маньяка, тот убивает жену полицейского и его приемных детей, сына и дочь. Старший приемный сын Паркера, звезда американского футбола Джонатан, Питер Берг, устанавливает странную связь с маньяком через свои сны, которые приводят полицию в телемастерскую, принадлежащую Горацию Хорасу Пинкеру. В перестрелке погибают 4 полицейских, а Пинкеру вновь удается сбежать. Маньяк убивает девушку Джонатана, Элисон, Камиль Купер, пока Джонатан был на тренировке.
Пинкера с помощью сна Джонатана арестовывают во время попытки очередного убийства и приговаривают к казни на электрическом стуле. Перед смертью Пинкер рассказывает Джонатану, что на самом деле он его сын. Хромота убийцы появилась после того, как Джонатан, будучи еще совсем маленьким мальчиком, выстрелил в колено отцу, пытаясь остановить убийство матери. Пинкер заключил сделку с дьяволом, и после смерти он становится призраком, способным вселяться в тела других людей и совершать преступления, но уже чужими руками. Вскоре Пинкер овладевает лейтенантом Паркером. Детектив противостоит Пинкеру, но убийца спасается бегством через тарелку передач и попадает на телевидение. Джонатан и его друзья пытаются найти способ сразиться с жестоким злодеем. Друзья Джонатана направляются к электростанции, чтобы отключить в городе электричество. Джонатан с помощью призрака Эллисон разрабатывает план по возвращению Пинкера в реальный мир и случайно обнаруживает, что Пинкер, как и все источники энергии, подчиняется законам реального мира. Джонатан заманивает маньяка в ловушку внутри телевизора. В этот момент отключается электричество, и Пинкер оказывается в ловушке. Вернись немедленно, вернись! Даже не думай включать телевизор, так как я буду ждать тебя. Давай, возвращайся! 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 Рекомендую фильм «Электрошок» 1989 года всем поклонникам фантастики и триллеров. Он обладает захватывающим сюжетом, интригующими персонажами и уникальными спецэффектами. Это фильм, который заставит вас держать взгляд прикованным к экрану и подарит вам незабываемые эмоции. Из запоминающихся моментов отмечу образ злобной маленькой девочки, оседлавшей в человеконенавидящих целях экскаватор, и сцену, где дух маньяка Пинкера вселяется в кресло, жестким захватом обнявшей сидящего перед телевизором Джонатана. Сегодня у зрителя со стажем, вроде меня, все чаще возникает желание снова и снова возвращаться к милым кошмарам 80-х. Тогда у создателей фильмов было желание не напугать и не вызвать отвращение у зрителя, а развлечь и, может быть, отвлечь от ужасов пошлой серой обыденности, что великолепно удалось в «Электрошоке» Уэсу Крейвену. Проверьте все вокруг. В конце 80-х «Электрошок» был одним из самых страшных и одновременно смешных ужастиков, где присутствует и тема любви, и даже мораль. Она здесь показана весьма незамысловато. Люди, выключив телевизор, возможно, вы обратите внимание на звезды над головой. Сейчас дурной маньяк, корчащий рожи, нелепо преследующий тинейджеров, никого не способен напугать. В то же время надо отдать должное режиссеру. Благодаря такому несерьезному подходу «Электрошок» смотрится легко и весело. К моему сожалению, таких фильмов уже практически не делают, поэтому поклонникам жанра развлекательных ужастиков «Электрошок» рекомендуется к ознакомлению в обязательном порядке. Даже несмотря на средний сценарий, у фильма чувствуется особый драйв и дикая энергетика. Ужастик «Электрошок» однозначно рекомендуется к просмотру поклонникам «Кошмара на улице Вязов», ведь в обоих фильмах выведены жутко колоритные и сильно схожие главные злодеи, и в обоих им сопереживаешь как-то больше всего. Митч Пиледжи очень круто сыграл, у него получился весьма забавный злодей. В итоге мейн трэшовый, в хорошем смысле, фильм со средним сценарием, но очень драйвовым исполнением и большой долей самоиронии. Тут еще «Электрошок». Ты по телефону разговаривал? Да, потом все отключилось. Был очень сильный дождь, но поглядите на небо. Видите эти звезды? Очень красивые. Да, очень.